Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписываемся. Итак, сегодня у нас на повестке дня очередной цыганский пасьянс. Смотрим, какие ожидают нас важные события в самом ближайшем будущем. У каждого отыгрывается по-разному временной промежуток, начиная от этой же секунды, когда вы начинаете смотреть, и может растянуться в среднем на неделю или 10 дней. Если вдруг я какие-то картинки упускаю, пишите в комментариях, я вам поясню, что это значит. А также помним, что пасьянс расклад общий, слишком не привязываем, берем свою информацию, потому что все сферы жизни, которые можно прочесть по данному пасьянсу, я проговариваю. Не факт, что все именно может сбыться. Начинаем. Так. Чтобы у нас все влезло в кадр. Так, пока что я не вижу совпадений. Так, интересно, что же нас ожидает, потому что я себе также смотрю, у меня также по-своему сбывается этот пасьянс. Так, здесь у нас часы. Временное явление, то есть какое-то событие будет происходить временно, задержится в вашей жизни. И здесь ключик. Ну, временное явление. Допустим, вы что-то запланировали, что-то застопорилось, не решается, не сдвигается с места, а потом все в ваших руках, да, вы решаете этот вопрос. Это если как помеха или как пауза в чем-то. Часы обычно это время, да, либо ускорить надо, либо немножечко повременить. Посмотрим, что у нас дальше будет видно. Так, здесь у нас смотрим, что я тут видела. Тут у нас деньги совпали. И лебедь. Ой, в эту сторону. Так, лебедь — это верность, это в дружбе, преданность, в отношениях верность. Если кто-то засомневается в чьей-то верности, тут сомневаться не нужно. Человек вам предан, верен. Тут как бы так проходит, без двусмыслия. Так, к сожалению, у нас тут небольшая ссора, склока, скандал может быть. У кого-то с кем-то, может спор, не обязательно что-то прямо ссора. Шарики, да? Новость. Какое-то известие, новость, кто-то что-то скажет, напишет, и может возникнуть спор, несогласие с чем-то, с какой-то ситуацией, с кем-то. Что-то такое может быть здесь, деловые отношения. Может быть, это спор, ссор, какой-то скандал с начальством на работе, с коллегами, так как у нас тут деловые отношения. Несогласие с какими-то деловыми партнерами. Что-то такое может здесь проигрываться. Яблочко у нас выходит. Вот, сейчас мы еще проверим, что тут еще может быть. Так, если мы это сдвинем, так оно не получится. Так, яблочко получается у нас. Слезы, к сожалению, какая-то грустная неделя ожидает нас. Ну, если предупрежден, значит вооружен. Берем на вооружение и по мере поступлений каких-то новостей потом не реагируем так, чтобы доводить это все до ссоры. Смотрите, что я еще могу вам сказать. Здесь мог бы сложиться у нас чемодан, если бы вот так я ложила. А это не крутится у нас картинка. Если он не складывается, значит, возможно, даже такая ссора, что кто-то засобираться может в путь. Кто-то, может быть, и уедет на время пожить друг от друга, да, вдали. Может быть, и кого-то захотят отправить в командировку, и возникнет какая-то ссора. Или в отношении какой-то дороги может возникнуть какой-то вот спор, ссора.
Но эта дорога, если она состоится, и вы начнете собираться, ну, будете собираться в эту дорогу, но потом что-то произойдет, и она впустую может пройти для вас, если она состоится. Либо этой дороги, этой поездки, может быть, командировки, не получится вот совершить ее, не состоится. Она у нас не совпала, потому что мы не можем повернуть ее. Но смотрите, переход денег к вам идет, денежки приходят. Слезы временные у вас будут. Что-то вас расстроит, но тем не менее вы возьмете в себя в руки. Все в ваших руках. Идет все-таки приход денег. Может, вас разочарует какая-то новость. Захотят какими-то сплетнями вызвать в вас неуверенность в каком-то деле, в каком-то человеке, в начальстве, в близком окружении, усомниться в ком-то, в чем-то, в чьей-то правоте, в верности. Но человек вам верен. Захотят осквернить, очернить что-то имя, чье-то доверие подорвать. Здесь может быть такое. Какие-то сплетни, возможно, на работе, либо среди коллег, друзей. Тут может быть абсолютно любая сфера, не только работа. Но все-таки у нас ссора, скандал совпала, и она может состояться. Может, из-за этой ссоры отложится поездка, командировка. Может быть и так. Но тем не менее, слава богу, что все решится, потому что все в ваших руках. И слава богу, приход денег есть, и все решится тем, что все-таки человек верен, и мир, дружба, жвачка, как говорится, побеждает. Добро всегда побеждает, поэтому берем это на вооружение и не сильно вклиниваемся в эти негативные моменты, они решатся. Все в ваших руках, вы правильно поступите. Теперь давайте посмотрим на колоде киперов. Тут уже карты перевернулись. Все решится благополучно. Так. Здесь я просто выложу не нумерологически. Было. Угу. Слезы, плохое настроение. Есть. У меня почему-то 2 карты попросились. Есть и будет. Совет для вас. И здесь мы немножко дно раскроем. Здесь у нас выходит, вы были расстроены из-за чего-то. Вот у нас слезы выходили. Слезы, печаль, расстройство. Какие-то дела не ладятся, в чем-то разуверились. Все-таки кто-то вас может своими сплетнями, какими-то вот подсказками, советами сбить с толку, и вы расстроитесь, разуверитесь. Но здесь приход финансов идет, получается. Также это приходит к вам везение. И тут получается привилегированная особа. Какие-то финансы, какая-то подсказка, поддержка от человека, который занимает высокую должность. Здесь может быть дома что-то у вас произойдет. Здесь может быть домашние, да, там друг у нас выходил, друзья, близкое окружение вас поддержат, вам помогут, подскажут, чтобы вы не спешили, что дело решится, что не стоит вот сейчас принимать решение, что все пропало, что не получится. Все получится. Вот она поддержка. Вы все-таки примете решение двигаться далее. Сделайте небольшую остановку и начнете двигаться далее. Вы не сходите с намеченного пути все-таки. Вы достигнете результата, потому что здесь идет у нас карта замужества. Может означать в прямом смысле замужество. Может, вы переживаете из-за проблем в деловой сфере, там, семейные какие-то вот с родственниками. Что-то происходит у вашей половинки. Замужество состоится, как бы там ни было, потому что карта уже вышла. Либо это какая-то новая должность у вас. Взять ответственность, да, идти с человеком, ну, с вашим коллективом, рука об руку. Здесь плохие новости, болезнь. Чья болезнь? Ага, здесь опять-таки расстройство из-за поездки, расстройство из-за ухода. Может быть, если это в отношениях, произойдет ссора между возлюбленными, и кто-то захочет временно отойти, да, уехать там в другую квартиру к родителям. Давай мы поживем отдельно, посмотрим, как мы поскучаем друг за другом или нет, посмотрим, как мы относимся друг к другу, ну что-то такое. Вот такой может быть и вот стресс у кого-то, у вас. Но эта ссора закончится. Вот эти переживания.
тяжелая поездка, может быть, это мужчина, а может быть, смотрите, так как у нас ситуация в стране сложилась некая, может быть, это по поводу того, что какой-то мужчина в вашей семье, любимый, дедушка, там, муж, брат, сын получает повестку. Но как-то что-то вы решаете спокойно, берете себя в руки, без скандалов. Конечно, вы будете переживать, нервничать, не согласны будете с этим. Вы решаете, и все решится благополучно. Поездка отложится, если это в связи с этим. А могу сказать, что вот эти вот военные органы, которые вот раздают эти повестки, они не совсем по закону это делают, некрасивым образом. Смотрите, это как-то очень нехорошие поступки. Ну, будет стечение обстоятельств, когда все-таки могут даже расправой, тюрьмой какой-то угрожать, честно говорю. Но даже если ваш мужчина, кто бы он бы вам ни был, кем ни приходился, сын, муж, там, дедушка, даже если он и пойдет, по рукам будет связан, не сможет ничего там делать, допустим, ограничен будет, не допустит к чему-то, к работе, к учебе. Я не знаю, к чему это относится, но здесь получается, что он сразу вот в какую-то горячую точку не ринется. Как-то вот будет задержка, промежуток, он не попадает вот туда, куда его захотят, скажем так, отправить. По стечению обстоятельств как бы решится все благополучно. Знаете, что мне здесь выходит? У меня здесь выходит, что кого-то разоблачение какого-то коррупционера, разоблачение самоуправства какого-то, вот, кто превышает полномочия, кто неправильно поступает, как-то разоблачат этих людей, и получится так, что, ну, они будут нести ответственность за то, что они как-то вот неправильно себя вели. Давайте относительно работы отдельно посмотрим, что же все-таки здесь такое было. Есть, будет. Кому-то предложат новую должность, повышение предлагают, будут рассматривать чей-то вопрос на каком-то коллегиуме, на какой-то сессии, на каком-то собрании. Я не знаю, что это. Но здесь будут выносить какой-то вердикт, заключение. И кого-то могут в командировку отправить. Либо, ну тут идет повышение, оно может быть даже связано с переездом. Там и выходило, чтобы поехать куда-то вот на расстояние от вас, чтобы человек повышал уровень мастерства, добывал знания, работал, рос по карьере. Где-то вот для него будет шанс, и вас это может расстроить. Именно расстройство будет именно в отношении вот вашей пары. Тут может мать смотреть, может речь о сыне идет тут как-то так, что мужчина должен куда-то отлучиться, чтобы вот заработать. Итак, мои дорогие друзья, прервалось видео. Я не помню даже, на чем оно могло остановиться. Сила батареи. Давайте досмотрим этот пасьянс картами. Такой вопрос. Если относительно работы идет речь, о чем идет речь вообще? Да, было монотонный долгий труд. Какую-то стабильность обрели после всего, да, могли получить высокую должность. Вам обещают, кому-то обещают в вашем окружении, может быть, члену семьи, родственнику, продолжить свое развитие, взлет по карьере, рост в другом месте, далеко от дома. Надо будет покинуть. И это будет удачный шанс от какого-то высшего руководства. И не только вам, там еще кто-то из вашего коллектива рабочего предложит также туда ехать. Либо несколько человек на это место вам будет предложено. Это, кстати, будет удачный шанс воплотить мечту в жизнь, если вы хотите повышения. Да? Тут именно вот поездка. Как вариант, если вы не выездной мужчина, то это проблемно.
Но если вы женщина, то вы руководствоваться можете тем, что у вас вот действительно тут нет шансов, нужно переезжать куда-то, может быть, менять дислокацию. Не обязательно, что переезжать за границу, а переехать в другой город, область. Тут тоже можно об этом говорить. А бедность, нехватка финансов, там вот такие вот нюансы вас заставляют принять решение, все-таки вы едете. И да, вы будете вот такая вот самодостаточная женщина, которая добилась всего. Это на долгосрочный срок, как бы я поняла. Это не на ближние какой-то вот недели, как мы смотрим. Это уже далее как будет. Надо будет еще как-то проходить какие-то курсы, зафиксировать это все на уровне знаний, пройти какие-то экзамены, сдать, документация какая-то еще, оформить что-то официально. И снарядят вас в поездку. Но что-то вас будет тормозить. Вы будете на весах принимать решение долго, ехать, не ехать. Потому что есть много нюансов, которые вас заставляют остаться здесь. И много нюансов. Вы бы хотели изменить свою жизнь и переехать. Давайте теперь посмотрим. Если расклад смотрят люди, которые не работают, тогда относительно чего здесь идет речь? Кто в поиске работы? Безработный, допустим, да? Ну, здесь я вижу такую картину. Если мы будем делать упор на военную тему, у кого-то мужчина мог получить ранение, мог отлучиться от вас, либо вы поругались с мужчиной, и может быть такой вариант. Давайте рассмотрим вариант, если вы разругались со своим мужчиной. Ну тут смотрите, здесь вы могли разругаться с отцом, с дедушкой. Возможно, если вы безработные, вы могли из-за ссоры уйти, покинуть то место рабочее, уйти куда-то. Ну как куда-то, вы в поиске. Какая-то непростая ситуация могла возникнуть на работе, и получился скандал с начальством, с человеком каким-то. Кто-то вас подставил, и человек мог усомниться в вас, допустим. Если смотрит мужчина, то могла подставить женщина. Ну, какую-то руку приложила к этому, но здесь вы, получается, очень такой достойный. Вам доверяют, руководство вас верит, но что-то вас расстроило. Если произошла реально какая-то ссора, может быть, вам угрожают тем, что вас уволят, а вы еще как-то придерживаетесь, да, на чистом слове держится то, что вы пока что там работаете. Получается, кто-то мог вас или в чем-то относительно вас разувериться и хотят проверить. Есть человек в вашем окружении, который против вас играет какую-то такую тихую закулисную войну, игру нечестную. Кто-то нечист на руку. А я вижу, что в итоге вы остаетесь на этом месте. Но какое-то время, допустим, вас отстранят от должности, либо на время вас отпустят в отпуск. Я тут так вижу, я не вижу, что вы полностью лишитесь работы. Я вижу, что вас попросят, скажем так, где-то в тихой гавани отсидеться, а потом вернуться к этой должности, когда все уладится. Когда они выявят того, кто действительно виновен. И все вам на пользу сыграет. Вы остаетесь при этой должности. Теперь я загадала, если вы действительно безработны, если кто-то уволился в поиске, здесь идет подписание нового какого-то делового контракта, соглашения, принятие на работу, новый какой-то союз деловой. У вас будет работа. Тут ждет рост. Так, я даже не знаю, на чем завершилось то видео, но подкреплю это к монтажу. Надеюсь, все будет хорошо у вас. Напишите в комментариях, какая у вас ситуация, как у вас все сложится, как у вас все решится. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.